Привет всем, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике. Более 500 видео по теме в разных плейлистах на канале. Но ведь нам с этим жить, с этой бытовой техникой. И в этом видео у меня для вас шикарное меню аж из 5 духовых шкафов, с помощью любого из них, вы, в свою очередь, уже сможете разнообразить свое домашнее меню. Ну вот пытался сейчас так красиво завернуть, да. Топ-5 духовых шкафов Hi-Story. Важна, конечно, стоимость техники, ее сразу обозначаем. Вы видите ее сейчас на экране. На момент публикации видео она актуальна. Все 5 духовок в этом ценовом диапазоне. Духовка – это важный такой кухонный прибор, и он всегда на виду, поэтому тут особенно важен дизайн. И вот в этом топе как раз разные варианты дизайна. Есть белая духовка, но вот посмотрите на нее. Есть черная модель, классика такая для кухни. Плюс интересный такой дымчатый цвет, есть и такая модель. Эти 3 модели, они со стеклянными фасадами. Плюс еще духовка, она очень круто смотрится. Тут фасад из нержавеющей стали и стекла. И еще вариант модели, но в ретро-дизайне. Тут фасад эмалированная сталь. Я так на этом останавливаюсь подробно, потому что, важно на кухню подобрать духовку, которая будет гармонировать с общим дизайн-решением. И вот тут, как видите, вариантов масса. Кстати, у Hi-Story сейчас 7 моделей духовых шкафов в ассортименте, и каждая доступна в 3 или 4 цветах. И у нас как раз в этом видео разные модели в разных цветах, чтобы показать разнообразие. Ну и далее главное о каждой духовке. Будем двигаться по возрастанию цены. Стартуем с духовки дымчатого цвета. Красивая же, вот мне нравится. А как вам, пишите в комментариях. 77 литров, большой объем. Это может быть важно, если какую-то птицу запекать целиком. Не маленькую, да, большой кусок мяса. Много надо приготовить за раз. В общем, не каждый раз, но может быть полезно. Габариты стандартные, при этом у всех духовок из видео 60 сантиметров ширина. Рабочие камеры всех духовок Hi-Story – это моноблоки с бесшовной сваркой. Плюс тут еще ультракомпактный сжатый слой теплоизоляции. Как раз это и дает увеличенный объем камеры и повышает КПД и надежность, рабочий ресурс, благодаря отсутствию швов сварочных. Теплопотери минимизированы, а значит меньше расход электричества, меньше время приготовления. Все пропекается равномерно. Производитель еще информирует об эффекте приготовления, как в русской каменной печи. Тут экспериментируйте и пишите в комментариях, что и как у вас в итоге готовится. Большой объем еще дает 6 уровней установки противней, а не 5, например. С учетом того, что здесь есть конвекционный вентилятор, возможно приготовление на нескольких уровнях сразу. 2-3 одновременно, например, потому что постоянное перемешивание, распределение воздуха горячего по всему объему духовки, все точно приготовится. Направляющие металлические для противней, они хорошей толщины, хромированные, все надежно удерживается, а противни легко скользят по этим направляющим. И направляющие эти съемные, легко их снимаете, можно их мыть в посудомоечной даже машине, плюс остается пространство для циркуляции горячего воздуха. У бюджетных, таких базовых духовок часто противни устанавливаются на ребра стенок духовки, что совсем не так удобно, плюс эмаль царапается. И поскольку направляющие съемные, никак не усложняется уход за самой камерой духовки, снял легко и протер все, удалил загрязнение со стенок. И в комплекте есть телескопические держатели. Противня также хромированные. Телескопы с мягким ходом, есть эффективные ограничители, блокирующие падение горячих наполненных противней. Это для удобства и безопасности. Полностью все легко выдвигается, задвигается обратно в духовку. Если уж говорим про комплектацию, то тут противень и решетка. Такая классика.
Дверца духовки — система крепления дверцы с 6 шарнирами. Она так спроектирована, чтобы открываться на 90 градусов и выдерживать нагрузку до 22,5 килограммов. Например, если у вас тяжелое блюдо или случайно облокотится ребенок, но лучше, конечно, следите, чтобы дети до определенного возраста с духовкой не контактировали. Дверцу очень легко снять и разобрать. Бывает так, что капли какие-то, жир может затечь между стеклами. Легко все делается, снимается планка эта прижимная, никаких инструментов не надо дополнительных. Вынули, очистили стекла, тут двуслойное остекление, и легко все обратно собирается. И обращает на себя внимание еще ручка дверцы. Вроде ручка как ручка, да? Но вообще она цельнометаллическая, из цельного бруска стали сделана. Часто бывает, что это пластик в металлической обертке просто. Оно потом разбалтывается, форму теряет, вмятины появляются. Нет, тут все металл и реально качественно сделано. Стекла кварцевые, бесщелочные. Если в двух словах, это более подходящие стекла для духовых шкафов, чем обычные. Стойкость к высоким температурам, хорошая термоизоляция. И стекла немецкие, это концерн Schott, известный еще, например, производством стеклокерамики для варочных поверхностей. Внутреннее стекло, оно со специальным покрытием, которое отражает тепло, что, как вы понимаете, хорошо и для кулинарных процессов, и для энергоэффективности, и для безопасной эксплуатации. Плюс между внутренним и наружным стеклом прогоняется поток воздуха такой комнатной температуры. Все вместе это сильно снижает нагрев наружного стекла. Температуры получаются снаружи реально безопасными, не обожжетесь. Режимов нагрева тут 8. Есть все необходимое для приготовления разных блюд. Верхний и нижний нагрев. То же самое с вентилятором конвекционным, что как раз позволяет готовить на нескольких уровнях, благодаря максимально равномерному распределению горячего воздуха. Только нижний нагрев, несколько режимов работы гриля, в том числе с конвекцией. Есть еще экономичный режим, максимально энергоэффективный, но вполне подходящий для приготовления разных продуктов и блюд. Что и для чего использовать, это уже каждая хозяйка, или хозяин знает. И есть рекомендации в руководстве по эксплуатации. Плюс режим для бережного, такого ускоренного при этом размораживания продуктов. Они обдуваются воздухом комнатной температуры. Температурный диапазон от 50 до 275 градусов. Подсветка камеры включается поворотом регулятора. Нагрев – это в первую очередь качество тенов. Тены – нагревательные элементы всех духовых шкафов High Story итальянского производства. Ирка – это концерн Цопас, ведущий производитель нагревательных элементов в мире. Его тены установлены в электрических печах, духовках очень многих известных брендов. Причем это как бытовые, так и профессиональные модели. И не только в печах, в стиральных машинах, например, тоже в других нагревательных приборах. Там широкий спектр, и компания специализируется на нагревательном оборудовании и элементах для него. Управление, его можно назвать таким классическим для современной духовки. Тут большие, удобные для захвата, что важно, поворотные утапливаемые регуляторы, выбора температуры и режима приготовления. И, кстати, ничего не болтается, качественно сделано. Плюс электронный узел управления с дисплеем, с белой подсветкой, разработанный в Германии. Это актуально, кстати, для всех духовок High Story с электронным управлением. Вообще, стоит отметить, что духовки с электронным управлением — это, конечно, как раз такие наиболее современные модели. Электроника и сами процессы приготовления делает эффективнее, что ли. Например, температура точно поддерживается нужная. Сам выбор температуры, он более понятен и удобен. И для пользователя гораздо больше возможностей и удобств. Есть часы, таймер отсрочки старта, можно настроить приготовление
приготовления к определенному времени, отслеживать время приготовления или время до его окончания и видеть на дисплее все это. Таймер, кстати, работает как с отключением нагрева по истечении заданного времени, так и без. Ну, например, нужно вам полить чем-то мясо или добавить какие-то ингредиенты, специи. Ну, согласитесь, удобно. Сенсорные поля работают, нормально, так без задержек, не тормозит ничего. Все настройки приготовления, сами видите, легко сделать. Эмаль легкой очистки уже классика, опять же, для современных моделей. Она не пористая, не впитывает жир, влагу, и поэтому, когда духовка остынет, загрязнение можно легко удалить. Рекомендую еще такой способ очистки, как гидролиз, чтобы размягчить загрязнение. Налейте в противень воды 90-100 градусов, нижний нагрев минут на 15-30, и далее даже давнее что-то застывшее легко уберете. Ну, про дизайн этой духовки мы уже говорили. Я в этом видео буду много раз использовать слово «классика». Так вот, это современная классика. Белый стеклянный фасад, металл ручки и регуляторов поворотных, черный сегмент панели управления, черная эмаль, рабочие камеры внутри. Все вместе делает духовку совместимой, реально с разными очень дизайнами кухонь. О ней покороче, потому что многое, конечно, схоже в моделях. Тут тоже 8 режимов нагрева, включая режимы с конвекционным вентилятором, гриль разный, эко-режим, размораживание. Объем большой, 77 литров, 6 уровней для противней, съемные хромированные направляющие. В комплекте противень и решетка. Дверца съемная, разборная, с двухслойным термосберегающим остеклением. Внутри эмаль легкой очистки, возможно очистка паром, гидролиз. Управление с большими металлическими стальными поворотными утапливаемыми регуляторами. Большой сенсорный дисплей, нормальный такой, для настроек работы духовки. Так солидно все выглядит. Плюсы электронного управления дисплеем, мы уже чуть ранее о них говорили. Сюда это все тоже относится. Классическая, красивая, современная духовка, по сути, на любую кухню. Универсальный, практически белый цвет. Отлично, кстати, сочетается с белыми варочными поверхностями High Story. Так, а на эту духовку из ретро-коллекции High Story посмотрите еще получше, повнимательнее. Это, наверное, не на каждую кухню, но вот именно куда-то в ретро, может в кантри или в модный прованс-дизайн. Хотя вот посмотрите, даже в наш минимализм она подошла и таким акцентом стала. Светло-бежевый цвет и массивная фурнитура, которая, дорого смотрится, и в целом все гармонично вполне тут в дизайне. Тоже большая, объемная, 77 литров, но в стандартных для духовки размерах. В комплекте 2 противня разной глубины и решетка. Камера духовки моноблок, тут бесшовная сварка и как раз заявленный производителем эффект приготовления в каменной печи достижим. Режимы нагрева все нужные есть, их 8. Черная, гладкая, непористая эмаль внутри легкой очистки. Возможность также быстрой очистки паром. 6 уровней приготовления, съемные направляющие для противней, есть и телескопические держатели противня. Дверца съемная, разборная, двуслойная, термосберегающее остекление, немецкие бесщелочные стекла Schott. Немного тут иное управление, регуляторы поворотные, чтобы выбирать режим нагрева и температуру. Как и во всех духовках из видео, тут от 50 до 275 градусов. Кстати, но чтобы выдержать ретро-стиль, не стали делать дисплей, зато симпатичные такие олдовые аналоговые часы. Таймер, можно контролировать время приготовления, установить отсрочку старта до 3 часов. Есть и автоотключение по таймеру по окончании приготовления или просто будет звуковой сигнал. Напишите в комментариях, хотели бы кухню в стиле ретро, кантри или прованс с такой духовкой.
Во всех духовках High Stories видео есть тангенциальное охлаждение. Это важно и для вашей кухни, ну вот для мебели, и для самой духовки. Смысл в том, что есть дополнительный вентилятор за камерой духовки. И благодаря его работе холодный, комнатной температуры воздух циркулирует в специальном контуре, не давая вместе со слоем теплоизоляции теплу при работе духовки перегревать внешние стенки прибора, электронику управления, а также между стеклами дверцы проходит поток, что не дает сильно нагреваться наружному стеклу. Собственно, поэтому и мебельный профиль, в который встроена духовка, не перегревается и не деформируется. Кроме того, для безопасности, конечно же, есть автоотключение при перегреве, и еще шкаф автоматически отключится, проработав предельно допустимый период времени. Следующая духовка, она на момент публикации видео несколько дороже 3 предыдущих. И вот почему. Тут уже не 8, а 10 режимов нагрева и добавили кольцевой тен вокруг конвекционного вентилятора, что расширяет поле для кулинарных экспериментов. Остановимся на этом чуть подробнее. Режим турбо 3D конвекция. Благодаря кольцевому тену вокруг конвекционного вентилятора готовить большие куски мяса, птицу можно быстрее, максимально такой равномерный прогрев и пропекание обеспечены. К тому же можно устанавливать более низкие температуры приготовления, что экономит электроэнергию. И плюс тут это все работает в комбинации с нижним теном. Это отдельный тоже режим. Поэтому, по сути, мы получаем в духовке возможность готовить как на вертеле, что дает и пропекание, и аппетитную корочку. И мы решили в этом режиме курицу запечь. Готовим мы ее при температуре всего 160 градусов, а не 180-190. Чуть больше часа, установлен таймер. А еще в этой духовке есть режим приготовления Fry Art. Он хорош для выпечки и для приготовления с минимальным количеством масла. Для него даже есть специальный перфорированный противень в комплекте вместе с обычными и с решеткой. Подробности о Fry Art будут далее. Он есть и в следующей модели. Ну а как получилась курочка, это уже в конце видео. Смотрите, тут такой, знаете, хай-тек минимализм в дизайне. И детали очень интересные. Дизайн, стальные уголки по краям духовки и стальная рамка внутри. Ее видно при открытой дверце. Это такой оригинальный фирменный элемент, сочетающийся с панелью управления. В целом, очень круто все смотрится. Так вот, режим Fry Art. Возвращаемся к нему. По сути, это аэрогриль в духовке. Можно готовить с минимальным объемом масла или даже вообще без масла. Такая более здоровая еда. Тут как раз используется конвекция с кольцевым нагревателем и специальный металлический перфорированный противень из комплекта. Этот режим аэрогриля в духовке, он реально крутой, потому что подходит для приготовления выпечки в формах, запекания практически любых продуктов без масла, овощи, мясо, рыба, птица, и другие. Приготовление замороженных продуктов без размораживания, картофель фри, наггетсы, крокеты, пицца, луковые кольца, пироги. Для сушки фруктов, овощей и мяса тоже. Перфорация противня дает равномерную циркуляцию горячего воздуха. Продукты будут хрустящими снаружи и мягкими внутри. При этом, напомню, масла минимум или нет вообще. Мы к нашей курочке, которую готовили в предыдущей духовке из обзора, готовим здесь в режиме Fry Art, можно сказать, картофель по-деревенски. Так это бы называлось где-нибудь в кафе, в ресторане, чтобы, знаете, по классике. Курочка с картошкой. Картофель мы просто положили на противень в предварительно разогретую до 190 градусов духовку, и получилось вот так красиво. Немного масла там есть, конечно, в таком картофеле. Рецепт. Но представьте, насколько менее здоровым и полезным блюдом была бы, например, картошка, приготовленная во фритюрнице.
Еще интересное об этой духовке, у нее увеличенный объем 85 литров, одна из самых вместительных в своем сегменте товарном, если не самая. Телескопические держатели противня в комплекте и перфорированный противень для аэрогриля, и классика обычный плюс решетка плюс глубокий. 10 режимов нагрева, включая турбо 3D конвекцию. Работает кольцевой тен, вентилятор и нижний тен. Говорили о нем чуть ранее. Дверца тут тоже съемная, разборная, но с трехслойным остеклением. И это, как раз признак такой реально топовой премиум модели. Немецкие стекла Schott, термосберегающее покрытие на внутреннем. То есть теплопотери еще меньше, нагрев стекла наружного тоже меньше. Плюс еще тут дверца с доводчиком мягко закрывается. Большой сенсорный многофункциональный дисплей, большие утапливаемые поворотные регуляторы из стали. Красивая долговечная стальная ручка. Внутри, наверное, обратили внимание, не черная, а синяя эмаль. Не просто так. Синий цвет, он поглощает меньше тепла, чем некоторые другие цвета, что позволяет более эффективно, быстрее нагревать духовку. Больше тепла отражается, что еще и помогает лучше распределять горячий воздух по всему большому объему духовки. Плюс все свойства эмали легкой очистки, не поглощает жир, влагу, устойчиво к кислотам, реально легко очищает через 2-3 часа после окончания работы духовки. В начале видео, да и по ходу, я уделил немало времени дизайну духовок, коннекту с кухнями разного дизайна. Еще штрих в этом плане: у Hi-Story вы можете подобрать варочную поверхность и, например, встраиваемую микроволновку так, чтобы был крутой, красивый комплект. Все вместе выглядело здорово, чтобы было в итоге удовольствие и от эстетики на кухне, еще вытяжки у Hi-Story есть, кстати, и от функциональности техники. Основное, главное, интересное мы рассказали вам о целых 5 духовках Hi-Story. Вы все видели сами, всю главную их функциональность, возможности, готовили в них тоже, чтобы наглядно было. По цене поднимались от младших моделей к старшим, так что можно к любой духовке вернуться, посмотреть, что нужно именно вам, какая стоимость. Напомню, на момент публикации видео цены актуальны. Стоит ли доплатить, например, за дополнительные функции? Все духовки производятся в Турции, кстати, что круто, потому что нет проблем с комплектующими, если вдруг что. Еще важный момент: все духовки Hi-Story с классом энергоэффективности А. Расход электроэнергии в процессе работы приборов соответствует требованиям для, реально современной техники. Он невысокий, благодаря и современным тенам, и другим технологиям и решениям, о которых мы говорили в видео. Это важно, особенно если часто готовится в духовке, чтобы не получать, космические счета. Hi-Story – интересный бренд, который сейчас на российском рынке, активно развивается. И это круто. Круто, потому что чем больше техники, хорошей и разной, тем нам с вами, пользователям, лучше. Эти духовки тостер рекомендует. Посмотрите, изучите, пройдите еще по ссылкам на все модели, они есть в описании видео. И отличных вам вкусных кулинарных экспериментов. У нас с ними, как видите, все получилось. И курочка, и картофель по-деревенски в режиме аэрогриля FryArt. Сейчас камеры выключим и съедим все это. За это я такие съемки и люблю. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал здесь или на Рутюб, там мы тоже есть, там мы тоже тостер. Делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Дзене, в Телеграме, в ВК. Там, кстати, не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!